Тебе могу потом свою ферму показать. Я из Mail.ru? Ну. У меня тоже есть. Да? Я же это... Мультик. О, у тебя ним валит на десктопе. Угу. Ну, ух ты. Не такой уж и древний. Кстати, на мне только шорты. Давай ты сам расскажешь. Давай, да. Всем привет! Сегодня у меня в гостях Ильшат. Я думаю, лучше, если он сам представится и расскажет о себе. Всем привет, меня зовут Ильшат, я разработчик, опыт у меня больше 10 лет. Могу похвастаться опытом работы в Just Forex, сейчас называется Just Markets, где можно торговать валютой, и Latoken, наверное, все видели нашумевшее видео, это криптобиржа. Вот, собственно, такой у меня опыт. Я могу писать на разных языках, постараюсь сегодня быть полезен своим субъективным мнением по проектам, по коду проектов криптокомпаний. Так, и расскажи, чем мы вообще будем заниматься сегодня, что будем смотреть. Сегодня мы постараемся посмотреть проекты на GitHub репозиториях. То есть компании выкладывают в публичный доступ свой код своих блокчейнов, и можно посмотреть, как часто они пишут, есть ли у них ошибки, действительно ли они крутые программисты и прочее, прочее. Мы постараемся заглянуть туда под капот, посмотрим, как они себя ведут на медвежке. Угу. Ну, дать свою субъективную оценку качеству ведения GitHub, написания кода сможешь дать, обратную связь, да? Да. И сможем вообще, это позволит в целом оценить качество проекта и возможные перспективы, да? То есть с точки зрения оценки именно GitHub, да? Да, мы, грубо говоря, зайдем к ним в офис и посмотрим, работают ли они там, программисты. Так, и какие проекты мы будем смотреть сегодня? Мы постараемся посмотреть проекты, которые у всех на слуху. Это Aptos, Sui. Все, тогда переходим к GitHub. Итак, мы будем обращать внимание на количество коммитов общее, их частоту, прогрессивность во времени, количество контрибьюторов, команды и других пользователей, количество pull-реквестов, оценку контрибьютора, активность, бэджи, количество issues, баги, количество комментариев к issues и так далее. Так, я открыл Aptos Labs в GitHub. Мы видим здесь 1500 фолловеров. Также 26 репозиториев, что очень хорошо, 4 проекта. Написано Rust, TypeScript, Move. Вот их же новый язык. Да, это языки программирования в репозиториях, которые они используют, правильно? Да. По-моему, Move это тот, который вот новый, да? Да, объектно-ориентированный язык программирования, которым сейчас многие проекты пользуются. Aleo, если не ошибаюсь, в том числе. Да. Смотрите, мы как будем смотреть в основном самого блокчейна. То есть вот я так понимаю, Aptos Core. Ну а давайте просто посмотрим, какие еще у нас есть тут. В целом видно, что 2 часа назад, то есть они даже в субботу работают, молодцы какие, да? Вот по Move у них есть отдельный репозиторий 5 дней назад. В общем, все очень-таки живо. Осенью большинство репозиториев обновлялось. Давайте зайдем в Aptos Core. Что мы сразу видим? На что я обращаю внимание? 15 тысяч коммитов. 11 часов назад последний был коммит. 35 релизов. 328 контрибьюторов. Очень много языков использовано. В основном это Rust, 82%. Давайте посмотрим Readme. Выглядит симпатично, простенько. И давай пройдемся по пунктам. Так, количество коммитов общее. Общее количество 15 748 коммитов. Мы это оцениваем как высокий показатель, да? Да. Но надо понимать, что коммиты бывают разные. То есть это какая-то выполненная мини-задача. Один коммит. Но в разных компаниях по-разному бывает. Можно задачу сделать за 5 коммитов, например, да? Но
Просто мы видим, что это не 100 коммитов, да, а 15 тысяч коммитов, очень много. Люди пашут, работают. Это мы замечаем. 145 веток, 43 тега, но это ладно. Давайте частоту сможем ли посмотреть, частоту коммитов? Да, вот здесь есть хорошая вкладка, которую мы часто будем использовать, инсайты. В принципе, любой из вас может это туда зайти. То есть мы сейчас посмотрим динамику, правильно, помесячно, понедельно, как росло количество коммитов. Да, вот, если посмотреть динамику, частоту кода, то можешь заметить, что в целом она идет на увеличение. Вот в какой-то момент зеленое это то, что было добавлено в код, красное, что это удалено. Ну, то есть, скорее всего, вот здесь был очень большой объем работы. И в целом последний месяц, смотрите, как хорошо они занимаются кодом. То есть, под 100 тысяч строк линий кода они меняют. То есть разработка ведется активно, мы можем понимать. Да, проект живой и только набирает обороты. Вот. Посмотрим, давайте коммиты здесь по неделям. Видно, что тоже последнее время у них только на увеличение. Смотрите, в неделю по 200 коммитов фигачат, работают очень мощно. Ну, довольно равномерно, да, идут количество коммитов? Да. Ну как, смотри, летом было немножко такое затишье. Ну вот сейчас полугодие последнее. Вот если смотреть осень, то прям плотно, хорошо работают. Дальше посмотрим, пройдемся по пульсу. Мы видим, что здесь 73 mesh pull реквестов. Это то, что как раз таки будет... Это запросы на слияние, правильно? Да, запросы на слияние, на улучшение, на доработку, на фиксы. То есть, например, чтобы с какой-то побочной ветки, да, параллельной ветки, слить, например, в основную, да? Да, то есть это может сделать любой разработчик, не обязательно в команде. То есть ты можешь сделать форк, отделение от основной ветки, сделать какие-то исправления у них критические, например, сделать merge request и отправить запрос на слияние, чтобы приняли. Люди ревьюют, смотрят, и вот давайте посмотрим, как тут проходят аппрувы. Вот, пишет, что исправлен кэширование метадаты, hotfix, горячий hotfix. Ну, здесь просто аппрувили и все, подмержили. Интересно, есть ли где-то у них прям такое общение? Давайте посмотрим, как у них происходит. Ну, комментирование, допустим. Да, комментирование merge реквестов. Здесь смотрим, очень подробно так описывают проблему, которую хотели пофиксить. Происходит дискуссия, удивляются, фиксят. Ну, просто носит ли это формальный характер, да, pull реквесты? То есть, допустим, их молча принимают, без каких-то комментариев, там 100% pull реквестов было, 100% приняли. Либо же, как здесь, допустим, комментирование идет, какое-то обсуждение, да? Да, живая разработка, то есть, смотрите, они обсуждают, стоит ли это или нет вносить, есть ли какие-то замечания. Мне это нравится, то есть, похоже, что не на фейковую работу. Ну, не реквесты ради реквестов, а ради разработки, работы совместной, продуктивной. Да. Вот, например, пишет юзер Радж про линки. Говорит, что окей, можно было лучше, но я аппрувлю. И так, похоже, во всех наших квестах. Это прям очень хороший показатель. Прям работа кипит. Давайте посмотрим, далее вернемся. Есть открытые pull requests, их 47. Очень много контрибьюторов, прям много добавлено кода и удаленного. Refactoring, replace, стандарт адрес. Давайте посмотрим вообще, что это. Может, это какая-то шляпа, например, refactor. Так,
ага, здесь approve. Давайте посмотрим сам код. Commit, вот. У pull request есть один commit. Заходим на него, смотрим код. Здесь 27 добавлений, 46 удалений. Ага, здесь, смотрите, ну такое конфигурационное, похоже. Хотя нет, вот, например, код фиксили. То есть коммиты у них не простые, с объемной работой. Добавлен новый prover. Угу. Хорошо, хорошо. Так, количество контрибьюторов мы можем посмотреть, да? Да, давайте перейдем во вкладку контрибьютора. И немаловажно видеть динамику их. Посмотри, как у них в сентябре было больше 300. Сейчас чуть-чуть на уменьшение пошло. Можем увидеть топовых контрибьюторов. Давайте зайдем, посмотрим, кто это такие. Вот, например, первых 3. Самых активных смотрим, да. Да. Инженер в Aptus Lab из Сан-Франциско, Грег Назарио. Все так у него прописано. Смотри, сколько у него ачивок. И прям работает. В январе немножко отпуск брал, видимо. Где он еще интересно работает? Давай посмотрим репозитории. Aptus Core. Язык Move он работает, да? Да, над Move работает. Так, Aptus. Интересно, есть ли какие-то проекты на стороне у него? Ничего такого не вижу. Заметил, с FPGA работал, какую-то игру разрабатывал, что ли. Так, здесь, скажем так, галочка. Apache лицензия. 94 фолловера. Так, дальше Давид Волынский. А у него показано Facebook. Разработчики из Facebook. Изначально язык Move, так понимаю, проистекает истоки у него из команды Facebook, которые его участвовали в разработке этого языка, и многие сейчас продолжают его использовать активно в этих проектах, блокчейн-технологиях. Aptus проект, SUI, Aleo. То есть те люди, непосредственно принимавшие участие в разработке этого языка. Ну, я вижу, что публично он активно начал разрабатывать с февраля. Тоже много ачивок. 185 фолловеров. Репозитории тут понятно, что Aptus Core. Хотя, вот есть Libra. Это же Facebook штука, да? На Rust. Move тоже работает над Move. Клиент SDK Python. Так, с Arduino, видимо, играется. Это хорошо, то что человек, видимо, живет программированием. PhD Work с образованием у нас. И Брэндон Уильямс. Что за... Maeston Labs. Это SUI. SUI? Да. Это он перешел от SUI к ним. Не либо просто не перешел, может он, какую-то часть на фрилансе, или как выполняет часть работы какой-то, контрибьютит что-то. Контрибьютит. Ачивок у него достаточно, чуть поменьше пишет, но видно, что стабильно. 22 репозитория в паблике. Вот, видим, что, смотри-ка, он 4 часа назад, он в SUI, писал. Так, куда же еще? Move, то же самое. Tonic, gRPC клиент, async support. Так, это непонятно. Rust Cache, BSK, игрался с BSK, Git, Cargo. Ага, понятно. Здесь больше как SUI, но законтрибьютил в Aptus. Интересно, очень много законтрибьютил. Смотри, 150 тысяч строк. И давай еще вот его посмотрим.
Secondly, компания Novi, немножко ачивок, вот, и 4 репозитория публичных, DM. У всех попадается вот этот DM, что это такое? Libra, с Фейсбука, да? Move up to score, понятно. Ну, в целом, какие-то звездатые разработчики, скажем так. Давай посмотрим. Issues может. Issues, это обязательно. Issues, грубо говоря, мы смотрим, каждый проект не идеален, и мы хотим посмотреть, какие у него есть проблемы и как они, как часто создаются. Вот смотрите, 216 открытых issues, то есть это какие-то баги, фичи. Давайте посмотрим, вот поймем, баг, например, да, Stack Panic Version, с индексацией проблемы, cannot start DevNet, signed message не срабатывает. Ну, такие, короче, не мелко фиксы, похоже как. Написано, как это репродюсить. Но давай посмотрим, сколько у них закрытых, да? Это будет в работе. А вот 523 закрытых здесь показывает. Это не эти issues? Да. Кстати, можешь сюда клацать. 2 дня назад они пофиксили 3 issues. Нет, даже еще больше. Вот на той неделе, получается, смотри, вот это все практически на той неделе, на этой неделе было пофикшено. Как они фиксят, посмотрим. Вот им написали баг report, как репродюсить, да. Все отличненько. Ну, получается, он что, просто отписался, что ли? А где фикс? Как будто бы фикса нету здесь. Давайте посмотрим. Я хочу именно посмотреть культуру фикса. Не видно, чтобы было пофикшено. Просто так закрыли и все. Это нехорошо. Как будто бы. Но, может быть, и баг открыли с недопониманием. Идеально, когда есть issues, и к этому приложен pull request, то есть там влито куда-то. Да, фикс. Например, здесь. Что здесь? Здесь просто сказали, что вот оно есть в move. Ошибка. Смотрите туда. Давайте все-таки вот по багам пройдемся, пооткроем, которые были пофикшены. Ну, вот странно. Он говорит, что resolved, а где resolved? Ну, видимо, они как-то... Flow у них так не настроен, что здесь я не вижу их commit или pull request, которая решала эту проблему. А как-то на слово, что ли, верить? Конечно, они крутые, ну ладно. Но здесь им, скажем так, минус скорее. Скорее минус. Хотя вот где-то мы увидим. Вот смотрите, вот они фиксы пошли. Например, issues есть 5123. Вот они фиксы. И потом они закрыли. Давай-ка здесь еще посмотрим. Непонятно, очень непонятно, но мне нравится то, что у них очень много issues, много закрытых и как бы живо обсуждение, но не видно, где сам код, сам mesh request, pull request на фикс. Тем не менее, мы видим, что pull реквестов у них очень много, 130 открытых. Итак, мы просмотрели проект Aptos, и расскажи, Ильшат, свои впечатления по GitHub, свои мысли и оценку. Да, мы увидели по GitHub, что это
проект уровня ААА, очень крутой, классный, все живет, кипит работа. Только пару вопросов у меня есть. Первое, то, что там делает разработчик Суи, вот, непонятно, хорошо это или плохо. И плюс нарушен флоу с этими issues. То есть мы не видим, что закрывается issues, но нету подтверждения тому, что оно было решено. В целом я бы дал этому проекту по нашим субъективным оценкам 9 из 10, мощная девятка, даже ближе к десятке. То есть это то, на что можно равняться. Это наш топчик из всех проектов, я так думаю. Ну, мы неспроста выбрали его первым, потому что сейчас все говорят про Aptos, тем более после airdropа, который они раздали, такого жирного в 300 токенов, кому-то 150. В любом случае огромные деньги получили люди, сейчас это форсится активно, и, судя по всему, пока не утихнет это долгое время. И, так понимаю, оценка какая? 9,5 из 10, да, по этому проекту, по Aptos? Да, будем ориентироваться на эту оценку. И сейчас самым логичным будет посмотреть GitHub их прямого конкурента, второго такого же мастодонта, такой же проект, который сейчас все обсуждают, который будет конкурентом, и мы сможем сейчас посмотреть с вами, чем отличается ведение GitHub именно командой Sui, тем более язык один, да, тут и разработчики как-то то там пишут код, нет, подписывают. Поэтому давайте непосредственно перейдем к Sui и посмотрим, что да как. Итак, мы сейчас находимся в проекте Sui. Давайте посмотрим языки программирования. Rust 67%, TypeScript, Move, тот же Move, да, Python, CSS. Но меньше Rust, да, чуть-чуть? Да. Очень хорошо расписано README, мне такое нравится. С картиночками, со всем описанием. Сразу же пойдем в инсайты. Видим, давайте в инсайты, да. Может, с коммитов тогда количество общее посмотрим сначала, как в предыдущем проекте. 4500 коммитов. И 6 часов назад был коммит последний, то есть они тоже в субботу работают, хороший положительный знак. 288 веток, 149 тегов, 7 релизов. Релизов меньше они выкатывают, но веток у них много. Смотрим, что 5000 форков, 2000 звезд, 54 человека смотрят. Прям все очень вкусно, красиво, классно. Коммитов получается в 3 раза меньше, но мы сейчас еще увидим, какого рода это коммиты. Так, заходим в инсайты, видим, что у них 105 закрыто. Частоту коммитов, да, посмотрим сейчас. Давайте. Частота коммитов. Ого, смотрите, что это получается с лета они начали активно работать. Именно в этом репозитории мы смотрим основной репозиторий Sui. И сейчас просто все очень хорошо. Но если мы вспоминаем, порядок другой тут по 60к, да, потолок, а там было, если не ошибаюсь, 200к, 100к, то есть намного больше. Но это тоже не о многом говорит, мы лишь смотрим про тенденцию. Тенденцию видим, что разработка только участилась, больше пишут ребята. И сейчас вот в настоящий момент самый пик, получается, разработки, да? Да, но они на слуху сейчас. Дай бог, чтобы так и работали. Смотрим также по неделям, по 100 коммитов фигачат в неделю, вот, нормально работают. В целом, если математически оценивать, в целом где-то меньше в 2 раза, да, метрики пока по коммитам, по частоте. Да, целом, пока... если очень грубо оценивать, то в 2 раза меньше, да? 2 раза меньше. Но опять же, мы пока не знаем, какие у них, какого рода коммиты. Может быть, коммит, он включает в себя как бы кода больше, но мы это еще можем увидеть. Давай посмотрим контрибьюторов. Да, количество контрибьюторов, команды, других пользователей. Ага, да, видим, что их тоже тут очень-очень много. Давайте посмотрим на топ, кто больше всех контрибьютит. Может, у них кто-то с Aptos перебежал сюда по обмену в трансферное окно. Так, вот у нас
Clay, ачивки, ну, не так много ачивок, 19 фолловеров, то есть если сравнивать с тем топом, который у них был, ну, как бы такой. Но тоже активно пишет, но в сентябре-октябре что-то перестал писать, может быть уволили или забрали его, да, видишь, да? Да, перестал. 4 репозитория, то есть много контрибьютил, но странно, тоже в Move, смотри, он Solana. Solana форкнул и что-то там контрибьютил. Ну, Интересно. Но перестал потом. Да. Так. Фрэнсис Гарлиот. Да, а это уже интересная персона. Мы видим у него 269 фолловеров, 218. Подписался он с Канады. С Фейсбука, по-моему, если не ошибаюсь. Так, у него очень много ачивок. 3 организации. Clips, программинг, Scrum. Так, очень активно он контрибьютит, мы видим, постоянно, видимо, живет кодом. Это очень хорошо. Походу, очень крутой парень. Также видим, что он и с Фейсбука, да. Так, Fast Crypto. И это уже все к Суе относится. Давай посмотрим, может быть, он еще куда-то пишет. Что-то математическое, да, алгебра. Так, Move. Ага. Ну, очень у него профиль очень активный, много репозиториев, Да, много кода пишет. По такому... дальше видим Ксунли. Как будто бы я уже видел его. Не тот ли это парень? Mistin Labs. Ачивок много контрибьютит. Смотрим репозитории. Тоже похоже из Фейсбука. Здесь я заметил репозиторий один. Move. В Solidity пишет. На плюсах он пишет, на Python. Крутой разработчик. Интересно. Так, ну что, в целом, как будто бы вот этот у них звездатый программист, а другие непонятно, пока непонятно. Давай еще вот. Брэндон Вильямс, мы вот его видели как раз таки, да, там. Остальные, вот давай с иконочкой по-быстренькому посмотрим. Павлос, ну такой средненький, один репозиторий, и смотри, у него есть когда он не писал. Поэтому непонятно, но все равно хорошо. Теперь перейдем, вернемся к самим инсайтам. Посмотрим pull реквесты, да? Количество pull реквестов. У нас их 97, закрытых 3500. Очень круто, очень здорово. Давайте посмотрим, какие открытые и что это такое. Speedup, рефактор. Ну, похоже, да, баги, улучшения. По БСК тут что-то. Так, давайте посмотрим, что это из себя представляет. Ну, никакого дескрипшена. Есть только, что это? Это вообще странный pull request. Вот здесь уже более-менее похоже на что-то адекватное. С кодом, с комментариями, да, живо, как мы любим. И еще один откроем. Пустота. Давайте посмотрим закрытые. Вот, реверты. Как у них флоу сделан. Ну вот видим, коммиты прикреплены, фиксы, то есть issues, pull request подкреплен работой, комментариями, аппрувами, все как мы любим. Очень все активно, очень живо. Это хороший знак. Работа кипит. Интересно, что у них в issues. Issues на порядок, кстати, больше, да? Там было 240 с чем-то открытых веб-тест. Здесь 720 открытых, 1000 закрытых. Что это? Мелочи или же нормальные? По поводу API, RPC. Давайте откроем, посмотрим. Нас интересует, например, баги. Тут вот нету такого, чтобы был баг. Может быть, они...
Ну, странные issues. Как-то без комментариев наплодили, поэтому и много. Нету какого-то формата нормального, чтобы понять, что вообще нужно делать. Ну, здесь что-то есть, какое-то описание. Поэтому много это хорошо, да. Ну вот, например, хороший рэпер, да. Как воспроизвести баг? Вот это мне нравится. Давай посмотрим закрытые. Как они закрывают эти issues. Вот последние баги. Вот у нас красивый репорт. И он просто закрыт. Вот и решение. Закрыто. Где ж работа? No comment in this issue. Тоже закрыто. Пока что все плохо, ребята. Но вот, давай смотрим 3 комментария. Что-то здесь вот обсуждение даже происходило. Да, просто закрывается issues без какой-либо работы. Непонятно. Либо плохие issues заводят, либо непонятно. Пока все очень стрёмно по issues. Что-то нормально-то найдем. Step to reproduce. Здесь вот. Похоже, это ребята, которые участвуют в тестнетах, заводят такого рода issues. Потому что мы не видим никаких коммитов. Вот смотри. Вот pull request. Это уже хорошо нашли. Нормальный флоу. Здесь понятно. Видно в целом, что активность есть, что в issues, что в pull реквестах. Есть поломанный флоу по разработке. Можно... Давай еще посмотрим уровня коммитов. Например, вот последние 2. Просто по объему. Так, здесь текстовое. Похоже, что это тоже топчик. Хорошо пишут, код часто пишут, но пока что с Эптосом, мне кажется, уступает. Ну что, перейдем к выводам. Посмотрели проект Суи. Свои впечатления расскажу бегло. Если делать выводы такие по просмотренному, есть ощущение, что проект Суи чуть-чуть отстает по уровню разработки от проекта Эптос. Я сделал такие выводы после просмотра параметров, такие как количество коммитов, работа с issues, общее количество коммитов и как будто бы звездность разработчиков чуть пониже, условно, скажем так. Как будто бы Эптос проект быстрее справился бы с одной и той же задачей, чем команда Суи. В целом количество разработчиков как будто бы меньше в проекте. Понятно, что это открытые данные, открытый код. Есть и закрытая часть, которую мы не видим, но можем лишь свою субъективную оценку сказать по тому, что увидели непосредственно мы. Что можешь, Ильшат, ты сказать? Какие у тебя впечатления? Я скажу, что этот проект я считаю топом. То есть мы смотрим, что активность есть, все живо, все классно, классные разработчики. Также мы видим, что они и с Фейсбука есть. Но в сравнении с Apps я замечаю, что они отстают, а мы еще хотим их сравнивать, так как будто бы они эквивалентные проекты. Да, как ты правильно сказал, и звездность, и количество коммитов, и прочее. Есть аномалия с issues, их очень много, но если разобраться, то они какие-то полупустые, непонятно, без подкрепленного меж-реквеста при разрешении их. В общем, есть вопросики, не супер все идеально, но все равно проект классный, и видно, что он на этой медвежке разрабатывается и набирает обороты, поэтому мы следим. Я бы дал крепкую 8 по нашей 10-бальной шкале. Классно, супер, но как бы за Эптосом им еще нужно угнаться.
Такой мой вывод. Но Aptos уже в отличие от SUI в майонете, SUI еще DevNet стадия, тестнет вот-вот должен быть, поэтому есть еще возможность залететь в этот проект, поучаствовать. Я однозначно рекомендовал бы участвовать в нем, потому что не каждый день есть возможность в топовом проекте засветиться, возможно попасть в майонет, получить какие-то делегации, получить реварды. Будут тем более несколько волн, 3 волны, насколько я помню, в SUI, могу ошибаться. Я участвую, поэтому и вам тоже порекомендовал бы участвовать. Вот это видео мы записываем как бы в тестовом формате, пробуем, насколько нам это будет интересно и продуктивно, насколько это вам будет интересно, какая будет от вас обратная связь, поэтому отпишитесь, было ли это полезно для вас, как вы оцениваете проекты, что вы можете сказать по поводу этих проектов. Будем другие проекты разбирать уже в последующих видео, потому что по длительности видео большие, вот, поэтому у нас, наверное, все, да? Хочу добавить, что я уже подсмотрел будущие проекты, и там есть интересности такие, что мы уже заметим, что Aptos и SUI на голову выше другие проекты. Мы увидим их минусы, провалы, поэтому следите за нами. Вот. Тогда будем записывать, разбирать эти проекты уже в последующих видео. Все, всем пока. Пока-пока. Когда иксы? Так, хочу монтаж по 100 икс.